Welcome to a special edition of Hard Talk from Berlin with me, Stephen Sackur. This city is currently marking the 25th anniversary of the fall of the Berlin Wall, that extraordinary moment which symbolized the beginning of the end of the communist system and the end of the Cold War. Well, my guest today is this man, Mikhail Gorbachev, the former president of the Soviet Union, the man whose policies of glasnost and perestroika were supposed to reinvigorate the Soviet system, but which in fact hastened its demise. Well, today he's going to reflect with me on the current state of East-West relations. Mikhail Gorbachev, welcome to Hard Talk. It was 1989 here in Berlin when the wall came down. It took 2 more years for the Soviet Union to collapse. But in your view, was it inevitable when this wall came down here in Berlin that the Soviet Union was finished? Нет, то, что произошло с Советским Союзом, это в значительной мере все-таки зависело от внутренних процессов. Демократия и гласность, которые развернулись в Советском Союзе, привели в движение мощнейшие силы огромной этой страны, у которой проблем было очень много. И началась политическая борьба. Несколько попыток было ограничить деятельность президента, генерального секретаря. Эти попытки были и на съездах народных депутатов, и в Верховном Совете, и на пленумах ЦК. Начали собираться, даже теперь уже стало закрытой где-то встречи. В одном случае была встреча обнародована, что они собираются городов-героев. А вели разговор там. Это главная проблема была для городов-героев. Как избавиться от Горбачева? То есть это уже внутренние процессы, внутренняя борьба. Не всем нравилась и демократия, особенно 89-й год. 89-й год прошли открытые свободные выборы, честные выборы. Люди выдвигали кого они хотели, кого хотели, избирали. Пришло абсолютно новое поколение к власти. But the point I want to make is that you believed for a long time that you could reform and revitalize the Soviet Union. And you were wrong, because in the end, the process of glasnost and perestroika killed off the Soviet Union. And I wonder now, looking back, whether you feel that was a good thing, or whether, like Vladimir Putin, you feel, well, as he says, that it was a catastrophic event, the most catastrophic event of the 20th century. Путин высказывал критические замечания, точно так же, как я высказываю Путину критические замечания. Это нормально. Я только так и веду дела. Нет, все-таки дело в том, что откладывать перестройку нельзя было. И первые годы показывали, как бурно реагировал весь народ. И молодые, и старики на то, что, наконец, дали кислород обществу. Оно может обсуждать открыто, не оглядываясь, не боясь, что, сказав какую-то фразу, завтра он уже будет на допросе в каком-то учреждении. Это вы знаете, какой? Когда кислорода у человека много, он энергичен, он действует много. И вот началась борьба за то, чтобы одни хотели перехватить власть в свои руки, это противники перестройки. Но многие люди были за. И мы на это опирались. Я должен сказать, что я сейчас могу сказать, что перестройка, ведь она оборвалась после того, когда в политической борьбе
противостоящих сил в России, произошли вот такие взрывы, заговоры, путч и так далее. И хотя сначала путч потерпел поражение, эти оказались все под следствием организаторы путча, но в это время выиграла группа и линия Ельцина. Он воспользовался этим. See, what followed you were years of economic chaos and political chaos. Мои позиции были ослаблены. И тем не менее ситуация продолжалась неровно. Но Ельцин отказался от постепенных мер наращивания ресурсов экономической линии, на экономической линии, политической и так далее. То есть набирать силу, создавать. Нет. Больше даже то, что было при перестройке накоплено, потерпело поражение. Или было отброшено. Оно не устраивало Ельцин. Ельцин был по натуре разрушитель. Тут он просто в восторге был. Он испытывал какой-то оргазм, когда это делал. Vladimir Putin's message to the Russian people today is that the chaos that came after the Soviet Union was deeply damaging to the interests of the Russian public, and that he, Vladimir Putin, is going to restore a sense of pride, status, and power to greater Russia. And to many people outside of Russia, it sounds and feels like a return to the mentality of the Soviet Union. Поскольку ситуация действительно была сложной и осложнялась, и политика Ельцина не открывала перспективу позитивную, то вот эти все заявления, а их стало много, что зачем эта перестройка? Надо возродить Советский Союз, надо возродить советскую власть, возродить вообще все. Это тоже была ошибочная линия, чтобы пойти вспять назад. People in Russia still say that today. There are politicians in Russia today who want to put you on trial for treachery. They call you a traitor. And they do believe that Vladimir Putin is going to restore Russia's pride by, in essence, rebuilding a latter-day Soviet empire. Я думаю, если он это делает, то больше вы знаете, чем мы. Да, у него есть линия консервативная. И это наносит удар по демократии. Это сковывает силы народа. Но это как бы дает лучше правительству управлять делами. Нет, не так все это благополучно. Сегодня в России ситуация очень напряженная, и Россия нуждается и в спокойной, твердой политике, но демократической. Целая группа есть спекулянтов, политиков, которые еще с первых дней, когда стал распадаться Союз, все время тянули Горбачева на суд. Теперь они снова появляются, всплывают. Ну, знаете, это лишь говорит о том, что процесс обновления страны, ее глубокое укоренение демократии, формирование новых сил и новых поколений у власти, он идет только, он не завершен. Потребуются годы. Я говорю, что нам потребуется 25-30 лет. But to be clear, when you tell me that you think Putin is having a chilling effect on Russia today, what exactly do you mean by that? Ну, если вы видите шаги на вступление на демократию, это и есть самое главное сковывание. Если свободная, так называемая свободная пресса, в значительной мере это пресса
крупных корпораций. А крупные корпорации – это связанные тесно с правительством. Очень много. Ведь перестройка оборвалась тогда, когда начали решаться вот эти фундаментальные вопросы, без которых нельзя построить новое общество, не опираясь на сам народ, не вовлекая его в это. А если разве другие? Вот в моде у сторонников Владимира Путина ручное управление. А я думаю, что это ошибка. When you talk about Putin and the chilling effect you say he's having on Russia, you're talking about the internal issues and Putin's lack of commitment to genuine democracy. Many outside Russia would say the most chilling effect of Putin right now comes from his abroad strategy, from his determination to exercise power beyond Russia's own national borders, particularly in Ukraine. Вот окончилась холодная война. Прошли и шли демократические процессы в Европе. Did it really end? Did the Cold War really end? In Putin's mind, maybe the Cold War did not end. Сегодня, как мы наблюдаем, она, наверное, не закончилась. Так вот, но тем не менее мы можем сказать, что все эти блоки сделали заявление о сотрудничестве. Вы помните лондонская встреча, знаменитая НАТО, где заявили, что они будут идти к тому, чтобы эта политическая организация стала из военной. Так что все надеялись, что вот этим путем. Состоялась, наконец, встреча, парижская встреча руководителей стран, на которой они выработали будущее Европы. И заговорили о новом мировом порядке. Соревнование шло, кто больше, скорее, предскажет точнее этот новый мировой порядок. И особенно в этом отличились Буш и Горбачев. Ну вот прошло время, и Америка оказалась, эта ситуация невыгодна. И она так считает, и я так считаю. Ее это не устраивает. И она начала искать свою линию. Сначала это была попытка создать суперимперию. Односторонние действия. И ничего, тогда увидели на Западе, что это политика, но в новых условиях Германии, Соединенных Штатов Америки, наносит вред. Вы вспомните, если перечислять, пальцы нужно загибать, сколько было всяких дел, событий. Я должен сказать, вот это уже нарушило течение событий, и вместо одного сценария, по которому должны были пойти события после заканчивания холодной войны, ликвидации ядерного оружия, сотрудничества, открытости, восстановления, развития демократии во многих странах в мире. 105 стран избавились от авторитарных режимов в мире. Это же все огромные события. А это не устраивало кое-кого, и прежде всего наших партнеров. Я ведь сотрудничал много, и много полезного сделал с американскими президентами. А вот они не выдержали испытаний демократии, глобальными переменами, и начали всех нас тащить назад. В результате мы получили вот этот раскол. If I may, when you say the result is we have a new division, I want to quote to you the words of Finland's president. Finland has a very long border with Russia. They know you and you know them very well. And Finland's president said just the other day, bearing in mind what is happening in Ukraine with the annexation of Crimea,
with new reports of Russian tanks and Russian forces again in the regions of eastern Ukraine just in the past few days. He said, "Seems to me we're almost at the gates of a new kind of Cold War that could suck in all of Europe." Do you agree with him? Нет. События, да, и я их также могу перечислить. А причинность такого хода этих событий совсем в другом. Вот, собственно, и получилось, что все то, что мы имеем сегодня, получилось так, что за это несут ответственность мировая политика. И я думаю, что и выходить из этой ситуации, когда весь глобальный мир, живем в глобальном мире, а пытаемся вопросы решать из старого механизма, старого багажа, нет, надо весь мир перестраивать, обустраивать. Надо, чтобы заработали механизмы глобальной политики. А даже то, что возникло, Организация Объединенных Наций, как будто она умерла или замерла. 20-ка, 7-ка, ну, все еле дышит. Потому что мы в политике не выбрали точное направление. А политика только такая будет. Если она отвечает интересам всех, и Запада, и России, тогда она будет развиваться и набирать силу. Если будут опять искать причину, подтолкнуть где-то, спровоцировать, поддержать процессы вмешательством туда или создать процессы, чтобы вмешиваться. It's very interesting that you talk about the work you did with that generation of Western leaders in that period around 89, 90 and before. You famously said that you had a real trust and admiration for Ronald Reagan. Margaret Thatcher, she said, Mikhail Gorbachev is a man I can do business with. But look today at the relationship between Putin and Obama. Look at what Putin said the other day when he said that the US unilaterally declared itself the winner of the Cold War. It never tried to establish a new balance of power. It's only interested in imposing a unilateral diktat which can only lead to conflict and chaos. Putin, in his attitudes to the United States, appears to have a completely different approach from your own. Я должен сказать, что это сказано, я думаю, не дипломатично, резко, но по сути верно. Триумфаторство погубило многих западных лидеров, прежде всего Соединенных Штатов. Надо из этого выбраться. Я думаю, все готовы к тому, чтобы выбираться. И надо встречаться, разговаривать, договариваться. Но было же время, когда казалось, что гонка – это все. Мы идем к гибели. И, кажется, уже нельзя было остановить эту гонку вооружений. Но остановили же. Остановили. Покончили с холодной войной, покончили. И многое другое. Very specifically, do you support Putin's annexation of Crimea, the fact that Russian troops are still reported to be in East Ukraine, and Russia has recognized the recent elections in eastern Ukraine, which the rest of the world has described as completely illegitimate? Do you support Putin's positions there? Вы хотите сказать, чтобы я вам сказал да или нет? Это не ответ. Перед вами сидит человек, у которого мать украинка, отец русский. Моя жена, покойная Раиса, украинка. Вот что такое наше общество. Украина как государство появляется при советской власти. А до этого это была территория Украины, России. А государственное оформление при советской власти она получает. Когда закончило Беловежское соглашение и начал распад Союза, то, надо сказать, на ура принимались Беловежские соглашения в России, парламент. На ура! О чем кричали в этом парламенте? Да вы знаете, уже там же не будет у нас в Верховном Совете, уже и в Кремле не будет уже Горбачева. Что
Зачем тут дебаты? Вот все. Оказывается, ради этого. И ни слова никто не вспомнил о Крыме, который был передан просто, когда в огромной стране, какой была Россия, административные границы были это условно лишь, и там переход, делалось много всяких разграничений, то это все происходило в одном государстве. Но когда теперь разделяется на независимое государство, то надо было обговаривать о судьбе Крыма, за который здесь столетия положили русские. Они же создали это, всю страну и все. Да и сейчас их сколько там? Около 14 миллионов русских и русскоязычных. Но с этим надо считаться? Никто же об этом не посчитал. Ничего. Они спешили скорее разделиться. Я думаю, что все-таки надо сейчас, чтобы успокоилась ситуация на Украине. Это нужно всем нам. Не только украинцам, которые там задействованы, но и Европейскому Союзу, и России, и Соединенные Штаты. Так почему же мы не сядем и неужели такая махина, мощь, и не можем договориться о том, как решить эти вопросы? When you picked up the Nobel Peace Prize in 1991, you said, you know what, I am always an optimist. I wonder if there's much room for optimism today. When you see the crisis in relations between the Western powers and Vladimir Putin, when you see conflict again on the eastern borders of Europe involving Russia, can you be an optimist today? Да. А если вы не оптимист, уходите, сдавайте правительство, пусть люди, которые верят, что можно навести. А у нас судьба людей, которые вот так настаивают и оставить такую линию, очень горькой бывает. Что говорил своим после того, что случилось между Америкой, Кубой и Советским Союзом? Помните, до грани висел тоже гражданский ядерный конфликт. The world could be on the brink of another conflict today. Одну минутку. А в 1963 году, выступая Кеннеди в университете, говорил: слушайте, не надо демонизировать советских людей. Они такие же, как мы. Они хотят того-то, того-то, того-то и того-то. Это первое. Второе. Вы говорите, что будущий мир Пакс Американо. Я должен вам сказать, или будущий мир будет для всех, или его вообще не будет. Все точно так, как он предсказывал. А здесь наш сосед высказывал, что нам нужно безопасность, не может быть односторонней, для кого-то одного. Надо всем, чтобы отвечал интерес. И здесь есть интерес у Соединенных Штатов Америки к этому европейскому процессу, у Евросоюза, у России, у украинцев. Давайте формировать структуру, институт, который бы обсуждал эти вопросы и приходил. Год понадобится для этого, для переговоров, год надо говорить. Но надо идти вот таким образом, а не точить ножи. Mikhail Gorbachev, we have to end there, but I thank you very much indeed for being on Hard Talk. Спасибо, очень спасибо.